Всем привет! С вами снова канал Райвела Фишинг, Виталий. Сегодня поехали снова порыбачить на корешку. Это уже третий выезд в этом сезоне. Хотим попытать снова удачи. Будет сегодня корешка отзываться или не будет? Посмотрим. Сегодня без мотособаки, пешочком. Прогулялись немножко, походили. Выставили удочки. А самое, что знаете, интересное? Андрюха очень-очень сильно смеялся. Я думаю, и вы будете смеяться. Я достойно подготовился к рыбалке. Я забыл все свои удочки. И рыбачу на Андрюхины. Андрюха ржет надо мной. Говорит, сними, покажи, какой ты рыбак. 3 километра отмахал по льду и тут вспомнил, что он удочки дома забыл. Благо прапор запасливый. Да, у Андрюхи есть удочки с собой запасные. Он поделился со мной. Еще 8 штук в запасе у нас есть. Ты поздоровался бы хотя бы еще, кстати. Всем привет. Вот на такие удочки сегодня буду рыбачить у Андрюхи. Вот, получается. Кобылки с катушками такие. Это вообще вот самодельная такая деревянная ручка. Ну и вот. Я ему тогда вязала данные удочки. Эти удочки так Андрюха еще не проверял. Но вот пришло время удочки эти проверить. Сейчас была одна поклевочка, я пока с Андрюхой там стоял, разговаривал. Проворонил данную поклевку. Но пока что-то как-то не активно все. Корешка себя особо не проявляет. Посидим до 11 часов на этой точке. Если нет, не будет здесь рыбка клевать. Есть еще одна точечка в той стороне. Уйдем на ту точку. На той точке посижу где-то, часиков, наверное, до часу, наверное, дня. Если себя корешка проявлять никак не будет, пойду в берег. С собой взял опарыш, мотыль. Попробую окушка и плотвички половить. Ну, чтоб не зря уж приехал на рыбалку. Что-то да надо подловить какую-то рыбеху. А пока ждем. Уже не стал сегодня показывать, как там оснастка, вот это вот все, мормышки. До этого смотрите видео. Я все рассказывал, показывал. Самый, наверное, интересующий всех вопрос. А что со льдом? Давайте посмотрим. Вот, лед по ладошку. Еще нормальный такой, литой, но сверху уже вот становится немного рыхловатым. Если солнышко, еще потеплее будет, сегодня, кстати, 0 показывало, то, конечно, ледок будет очень быстро таять. Поэтому надо еще успеть порыбачить, пока есть ледок. Иначе через пару неделек уже можно и не попасть на рыбалку со льда. По крайней мере, в Финском заливе. Озера, понятно, они еще постоят. А вот на Финский залив можно будет не попасть. Клев слабенький. Корешка не хочет клевать. Уже почти 2 часа на этой точке простояли. Сейчас не знаю, у Андрюхи спрошу, он захочет сместиться или нет. Пойдем на другую точку. По крайней мере, я точно пойду. Вот за 2 часа что поймал. Все, вот одну еще порезал. Вот за 2 часа. Перешел на другую точку. Только вот выставился. Здесь сейчас часок тоже. Постою на этой точке. Не будет клевать снова.
Значит, снова будем перемещаться. Рыбалка на корешка, она такая. Ее тоже надо искать. Когда клев плохой. Когда клев хороший, там в любые лунки встал, она бам-бам-бам и начинает просто долбить. Вот такую вот мамочку сейчас поймал. Ну что, корешка потихонечку поклевывает. Время уже 2 часа дня. Сейчас
Клев стал гораздо хуже. Рыбалка как-то с самого начала не задалась. Как я забыл удочки дома. Ну, бывает такое в торопях, в попыхах. Забываешь что-нибудь обязательно. Хотя вчера я собирался. Вроде как нормально. Оп. Так, пришлось отвлечься. Поклевочка была на вторую удочку. Достал куришинку. Куришинка мелкая стала клевать. И получается клюет вот она. Бам, бам, все, не успел. Извиняйте. Приходится доставать, проверять. Вроде как поклевала и на саму себя. Потом перестала. Пришлось опять насаживать везде карася. И сейчас потихонечку как-то вот, как говорится, час по чайной ложке выдает. Здесь точечку забил я. Не знаю, хотел еще вот проверить. Там есть тоже подальше точечка такая. Думал, может быть, там тоже посмотреть ее. Но не знаю. Возможно, точечку забью, потом ее как-нибудь проверим. День сразу не задался. Тут не заснял я. Штаны вон порвались. Костюм. Распластался так тут. Побежал к удочке. И как-то ноги в разные стороны. Бабах. Есть. Готово. Портки. Все. Придется в ателье отдавать, чтобы зашили. Чтобы не скучно было совсем рыбачить. Я тут, Андрюха мне выделил не 5 удочек, 6, да, вот я поставил. И получается, я всю пойманную рыбку по кучкам раскидываю, рыбку пойманную. И так Андрюха будет знать, какая у него удочка лучше работает. А вам потом в конце видео покажу, какие мормышки сегодня лучше работали. Вытащу прям удочку из лунки и сколько рыбок поймано было. Покажу вам, на какие мормышки, какого цвета. Друзья, смотрите, кто мне попался. Опа! Вот такая вот рыбка. Называется бельдюга. Видите, какая? Вот она вот удочки очень хорошо путает. На ура просто. Живородящая она. Это бельдюга. Рыбалочку сейчас буду завершать. Нужно собираться домой уже. Время уже 4:30. И так мы тут задержались, так сказать, неплохо. Поэтому сейчас перейдем к самому интересному. К результату нашей рыбалки, так сказать. Ну и покажу, на какие мормышки, на какие удочки, сколько рыбок было поймано за сегодня. Ну вот, первая удочка. И вот результат на первую удочку. Сколько удалось корюшин поймать. Так. Ну и сейчас вымотаем удочку с вами. Посмотрим, на какие мормышки был сделан, так сказать, данный результат. Ловлю я здесь на 14 метрах глубины. У Андрюхи там поменьше. Так, ну вот. У него здесь в Андрюхе такие поводочки. И вот такие мормышки.
Работали обе мормышки. Вот такая вот желтая мормышечка сегодня работала. И вот такая вот мормышка блесенка, друзья. Красного цвета она. Вот советую приобрести такие мормышки. Не пожалеете. Когда хороший клев, на них просто на ура берет. Даже вот в плохой и то они ловят. Вот покажу еще. Вот так вот, если видно вам будет. Вот такая вот мормышечка. Хорошая мормышка, рекомендую. Купите, не зря потратите деньги. Пошли к следующей удочке. Так, ну вот вторая удочка. И вот результат второй удочки. Вот такой вот. Здесь уже похуже результат. Здесь у Андрюхи две вот такие мормышки. Одна вот красноватого такого цвета. И вторая, ну, грибок, если вам видно. Вот так вот покажу. На этой мормышке результат похуже. Результат третьей удочки. Всего лишь 3 куришины. И на ней вот такие вот мормышки. Одна такая же и вот грибочек. Результат четвертой удочки. Вот здесь уже получше. И вот такая вот мамочка одна залетела, хорошая. И получается вот на такие мормышки. Такая вот с крапинкой и красненькая вот такая вот мормышка. Вот это в топе сегодня тоже. Пятая удочка. Ну вот, как-то вот так вот. И получается здесь работала вот такая вот маленькая пуговка желтая. Ну и вот это вот. Тоже блесенка. Мормышка красная. Ну и последняя удочка. Вот такой вот результат. И здесь вообще у Андрюхи 3 мормышки. Вот такие вот, какая-то оранжевая, зелененькая и с красной головкой тоже зеленая. Результат у меня получился 57 корешин я поймал и одну бельдюгу. Ну, неплохо на самом деле. Если в следующий раз поедем, думаю, уже, наверное, можно будет и за соточку уйти. Весна, корешка начинает быть еще активней. Ну а сейчас пойдем посмотрим, сколько у Андрюхи корешин. Дошел до Андрюхи. Сейчас будем складывать все удочки. Собираемся же. Так, ну это вот Андрюхин результат. Так, ну у Андрюхи получилось 31 штука. Ну, тоже неплохо. У нас на пару сковородок есть. Сейчас будем собираться, грузить санки и домой. На 21 километр. Или в Приветы. Неохота нам ехать. Слишком стрёмно. Не знаю, говорил, не говорил уже, но вот прошлое видео можете посмотреть. Там ледок, блин, вот такой вот тонкий появилось. Поэтому все. Всем ни хвоста, ни чешуи, ребят. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео и рыбалки. Пока-пока. Андрюх. Всем счастливо. Идем домой. Зовем. Саночки везем. Идти недалеко. Порядка 3 километров всего лишь до берега. Но ничего, нормально. Физкультура. Да, Андрюх? Назад идем, местами уже подтаяло вот так вот.
Такие вот лужи везде. Осталось немножко. Ну, как-то печечка топится. Ну вот мы и дошли до берега. Тут уже водичка появляется у берега. Повыдавливала немного воды. Но так еще пока нормально ходить.